Глава 2216. Город черной тыквы. Кто вы и где ближайший город? Хань Ли спросил кратко. Мы собиратели кристаллов с хаотической облачной горы, когда на нас напали стамбареры. Ближайший город — город черной тыквы. Если вы хотите пойти туда, мы будем рады проводить вас, старшие, ответила дьявольская женщина. Город черной тыквы. Я никогда раньше не слышал о нем. Вам не нужно идти впереди, просто дайте мне карту этой области, проинструктировал Хань Ли. Так получилось, что у меня есть подробная карта этой близлежащей местности. Для меня будет честью предложить ее вам, старший, сказала дьявольская женщина, немедленно протягивая обеими руками осколок черного камня. Хань Ли кивнул, взяв осколок камня в свои руки, а затем вложил в него свое духовное чувство, после чего на его лице появилось довольное выражение. В этот момент уже прибыли другие дьявольские существа, и все они стояли в нервном молчании. Что это за стамбареры, о которых вы упомянули ранее? Я не помню такого насекомого в нашем священном царстве, и их ауры немного отличаются от аур обычных дьявольских насекомых, спросил Хань Ли, убирая осколок камня. Разве вы не знаете об этих стамбарерах, старший? Спросила дьявольская женщина, и на ее лице появилось нерешительное выражение, и среди других дьявольских существ также пробежало волнение, но никто из них не осмелился ничего сказать. Я провел в уединении последние несколько столетий. Разве это очень странно, что я о них не знаю? Спросил Хань Ли. Понятно, тогда неудивительно, что вы не знаете об этих стебельках. Эти насекомые появились только в прошлом веке, и, судя по всему, изначально все они были обычными дьявольскими насекомыми, но по какой-то причине вдруг мутировали в их нынешний вид. Эти стамбареры в настоящее время сеют хаос по всему Святому Царству, и есть даже история о том, что эти насекомые уничтожали целые города. В результате в нашем священном царстве было много волнений, и все живут в постоянном страхе, объяснила дьявольская женщина. Разве три патриарха и другие священные предки не вмешались, чтобы истребить этих насекомых? Они, конечно, более могущественны, чем обычные дьявольские насекомые, но их все равно могут легко убить священные предки, спросил Хань Ли. С моей скромной базой совершенствования у меня нет доступа к информации о том, что делают патриархи и священные предки. Все, что я знаю, это то, что лишь несколько священных предков вмешались в районы, где нападение стамбареров было слишком серьезным. Что касается остальных священных предков и патриархов, все они, казалось, исчезли одновременно, ответила дьявольская женщина после недолгого колебания. Все священные предки исчезли. Когда это произошло? Хань Ли немедленно продолжил свою линию допроса. Я не могу назвать вам точное время, но оно, кажется, совпадает с тем, когда начали появляться первые стамбареры, уважительно ответила дьявольская женщина. Хорошо, это все, что мне нужно знать. Теперь ты можешь идти, равнодушно приказал Хань Ли. Дьявольская женщина почувствовала большое облегчение, услышав это, и сказала уважительным голосом. «Да, сейчас мы пойдем, старший». После этого она быстро ушла, а другие дьявольские существа поспешно последовали за ней, почтительно поклонившись троице Хань Ли. После их ухода Серебряная Луна вздохнула. Похоже, что все существа стадии Великого Вознесения действительно столкнулись с некоторыми проблемами. В противном случае ситуация в царстве старших дьяволов не была бы такой плохой. Текущее положение дел действительно довольно мрачное, но нам придется провести дальнейшее расследование, если мы хотим точно знать, что происходит. Я предполагаю, что в городе Черной Тыквы есть дьявольские лорды, и я уверен, что они знают кое-что о священных предках и существах стадии Великого Вознесения из нашего духовного царства, сказал Хань Ли, и на его лице появилось серьезное выражение. Серебряная Луна улыбнулась и ответила. Ты прав. Тогда давай отправимся в город Черной Тыквы, брат Хань. Хе-хе, перед этим мне нужно кое-что сделать, усмехнулся Хань Ли, прежде чем взмахнуть рукавом в воздухе, чтобы выпустить вспышку серого света, внутри которого содержалось гигантское серое насекомое. Это был никто иной, как только что пойманный им двуглавый стамбарер. Насекомое обладало аурой, соответствующей поздней стадии трансформации божества, и явно занимало важное положение в рое насекомых. Как только насекомое появилось, оно тут же начало отчаянно махать крыльями, пытаясь спастись. Однако Хань Ли мгновенно высвободил свою ужасающую ауру, и гигантское насекомое было швырнуто обратно на землю взрывом огромной невидимой силы. Две головы гигантского насекомого яростно метались, но его тело было полностью обездвижено, и оно могло лишь издавать испуганные крики. Хань Ли вытянул руку из рукава, прежде чем прижать ее к одной из голов гигантского насекомого, и 5 полупрозрачных нитей вырвались из кончиков его пальцев и исчезли в голове насекомого. Борющееся насекомое тут же вздрогнуло, прежде чем неподвижно рухнуть на землю, и в то же время Хань Ли закрыл глаза, когда слабый золотой свет появился по всему его телу. Он использовал технику поиска души на этом гигантском насекомом.
Примерно через 15 минут Хань Ли открыл глаза, и полупрозрачные нити были вырваны из головы гигантского насекомого, а затем распались на точки полупрозрачного света. Затем голова гигантского насекомого начала неустойчиво колебаться в размерах, прежде чем внезапно взорваться. Хань Ли снова взмахнул рукавом в воздухе, и огненный шар выстрелил, мгновенно испепелив труп насекомого дотла. «Ты получил какую-нибудь информацию, брат Хань?» — спросила Серебряная Луна. «Боюсь, что нет. У этого насекомого есть только самые основные инстинкты и нет интеллекта, поэтому я не смог ничего узнать», — ответил Хань Ли, покачав головой. «Понятно, это не так уж и удивительно. Эти стамбареры внезапно стали очень могущественными из-за своих мутаций, но достичь интеллекта не так-то просто, и это хорошая новость для нас», — сказала Серебряная Луна с улыбкой. «Действительно. Если стамбареры полагаются только на основные инстинкты, то они не будут представлять для нас угрозы, сколько бы их ни было. Давайте сейчас отправимся в город Черной Тыквы. Я уверен, что мы сможем получить там некоторую информацию», — ответил Хань Ли. Таким образом, все трое поднялись в воздух и полетели на север. 3 дня спустя троица Хань Ли вошла в высокогорье, полное черной грязи, и после еще нескольких часов полета вдалеке появился черный город площадью около 200 километров. Это был город Черной Тыквы. Однако в настоящее время весь город был окружен со всех сторон еще одним серым морем насекомых, которому не было видно конца, а звуки битвы были слышны даже с очень большого расстояния. Это море стимбареров покрывало практически все небо, и хотя рой стимбареров, свидетелем которого Хань Ли был ранее, также был чрезвычайно большим, он был ничем по сравнению с этим. В настоящее время город Черной Тыквы был окутан черным световым барьером, который возвышался над городом, как гигантская перевернутая чаша. Плотные слои кровожадных насекомых покрывали каждый дюйм светового барьера, и все они ярости атаковали световой барьер. Внутри светового барьера находились бесчисленные дьявольские существа, которые использовали дьявольские сокровища разных описаний или применяли дьявольские техники, чтобы нанести ответный удар стембарерам. Стембареры, в настоящее время атакующие город, были явно не так сильны, и их быстро уничтожали атаки, развязанные дьявольскими существами в городе. Из города, словно проливной шторм, вылетали стрелы, чтобы истребить еще больше стембареров. В центре города стояли сотни высоких башен, беспрестанно грохотавших, вокруг которых беспрестанно сверкали молнии. Сотни черных молний постоянно испускали эти башни, прежде чем разделиться на бесчисленные нити черных молний, которые обращали в пепел орды за ордами стембареров. Казалось, что под защитой городских ограничений дьявольские существа могли атаковать с безрассудной энергией и твердо одерживать верх. Однако, когда синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, он смог убедиться в истинной природе ситуации, и его брови сразу же слегка нахмурились. За этот короткий период времени барьер черного света над городом уже немного потускнел, а дьявольские существа, нападавшие изнутри города, были в очень плохом состоянии и явно уже начинали перенапрягать свою магическую силу. Глава 2217. Потрясающая демонстрация силы. Внезапно грохот в городе резко прекратился, и все башни прекратили молниеносные атаки. Без помощи молний, выпущенных башнями, наступательная мощь города снизилась почти вдвое, и несколько слоев стимбареров приземлились на световой барьер, заставив его тускнеть с такой скоростью, что это было заметно даже невооруженным глазом. «Мы должны спасти этот город», — внезапно сказал Хань Ли, нахмурив брови. Серебряная Луна кивнула в ответ. «Брат Се, чтобы решить эту проблему как можно скорее, мне придется попросить тебя помочь нам двоим», — сказал Хань Ли. «Нет проблем», — спокойно ответил Даос Се. Таким образом, Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, высвободив 3 миниатюрные крайние горы во вспышке духовного света. Сразу после этого он наложил ручную печать, и позади него возникла проекция происхождения истинного дьявола. По его приказу проекция открыла свои 6 глаз, а затем издала протяжный крик, похожий на рев дракона. Рев поднялся прямо в небеса, высвободив невидимые звуковые волны, которые устремились к морю безжалостных насекомых. Дьявольские существа в городе Черной Тыквы были очень встревожены, услышав этот громовой рев, но прежде чем они успели найти источник звука, большинство стимбареров, атаковавших световой барьер, либо самодетонировали, либо упали вниз с неба без всякого предупреждения. В мгновение эка от роя насекомых осталось меньше половины, а те, что остались, пришли в полный беспорядок. Прямо в этот момент над головой вспыхнули пространственные колебания, и над морем насекомых в мгновение эка появились 3 гигантские горы. Затем гигантские горы рухнули в унисон, и в следующее мгновение огромные пространства света начали сеять хаос среди роя насекомых вместе с полосами смертоносного меча Ци. Стембареры были совершенно бессильны сопротивляться, поскольку их свалили толпами у 3 гор, и лишь несколько стембареров, которые были явно намного крупнее своих собратьев, смогли оказать некоторое сопротивление, когда они бежали в слепой панике.
Однако именно в этот момент вверху среди грохота грома внезапно появилась толстая серебряная молния, и молния мгновенно пронеслась сквозь тело гигантских стимбареров, превратив их в пепел вместе с тысячами обычных стимбареров в близлежащей местности. После того, как серебряная молния рассеялась, в воздухе появился молодой человек в даосских одеждах. Это был никто иной, как Дао Се. Дао Се бросил взгляд на гигантских стимбареров, которые убежали еще дальше вдаль, и молния сверкнула из его тела, когда он снова выстрелил силой в виде дуги молнии. Следом за ним полегло бесчисленное множество стимбареров, и внезапно в море насекомых среди сокрушительного гула появилась проекция происхождения истинного дьявола, которая выросла до десятков тысяч футов. Хань Ли стоял в центре проекции, заложив руки за спину, совершенно бесстрастно оценивая ближайших стимбареров. В настоящее время над телом массивной проекции сверкали бесчисленные фиолетовые руны, и когда она взмахнула 6 руками в воздухе, во все стороны полетели серебряные огненные шары. Серебряные огненные шары быстро образовали обширные пространства серебряного пламени, каждое из которых было размером около акра, и пламя быстро охватило большие участки стимбареров. Независимо от того, были ли это обычные стимбареры или их более крупные собратья, все они начали яростно бороться при контакте с серебряным пламенем, прежде чем мгновенно сгорели дотла. Перед лицом Хань Ли и Дао Се этот практически бесконечный рой стимбареров истреблялся с огромной скоростью. Однако стембареры были совершенно бесстрашны даже перед лицом смерти, и они отказались от нападения на город Черной Тыквы, самоубийственно полетев прямо к Хань Ли и Дао Се. Даже несмотря на невероятные силы Хань Ли и Дао Се, им потребовалось немало времени, чтобы полностью очистить близлежащую территорию. Тем не менее, некоторым гигантским стембарерам все же удалось сбежать, но Хань Ли не был заинтересован в их преследовании. Он махнул рукой в сторону Дао Се, а затем медленно спустился к городу Черной Тыквы. Серебряная луна также неторопливо подлетела к Хань Ли, и они вместе спустились к городу. Бесчисленные дьявольские существа в городе Черной Тыквы были полностью прикованы к месту демонстрации силы, проявленной Хань Ли и Даосом Се, и теперь, когда все море стимбареров было уничтожено, все они мгновенно разразились громовыми аплодисментами. Когда трио Хань Ли спустилось к городу, несколько высококлассных дьявольских существ поспешно выбежали наружу и открыли брешь в световом барьере, а затем почтительно салютовали, приветствуя Хань Ли и остальных в городе. Мужчина средних лет, находящийся на ранней стадии интеграции тела, в черной мантии, глубоко поклонился Хань Ли и Даосу Се, а затем сказал с благодарностью: «Спасибо, что вы спасли десятки миллионов граждан в нашем городе Черной Тыквы, старшие. Могу ли я иметь честь знать ваше имя? Наш город Черной Тыквы никогда не забудет, что вы для нас сделали». Что касается обычных дьявольских существ поблизости, то они все упали на колени и прижались лицами к земле, даже не осмеливаясь взглянуть на Хань Ли и Даоса Се. Было ясно, что в глазах обычных дьявольских существ священные предки были фактически богами. Теперь, когда здесь внезапно появились два священных предка, все дьявольские существа в городе, естественно, были в восторге. Вам не обязательно знать наши имена. Где ваш городской лорд? Пусть он придет ко мне, приказал Хань Ли. Наш городской лорд сильно перенапрягся во время сопротивления стембарерам и сейчас отдыхает в своем поместье, но я уже послал людей известить его о вашем приезде, так что он скоро должен быть здесь, осторожно ответил мужчина средних лет. В таком случае я подожду его здесь. Что касается всех остальных, они могут пойти и делать все, что им нужно, равнодушно приказал Хань Ли. Да, старший, я заставлю их уйти прямо сейчас, поспешно ответил мужчина средних лет с почтительным поклоном, а затем отдал приказ всем дьявольским существам в окрестностях. Обычные дьявольские существа поблизости поспешно поднялись на ноги, затем трижды поклонились троице Хань Ли, прежде чем уйти. Таким образом, троица Хань Ли и несколько высококлассных дьявольских существ остались единственными, кто остался в этом районе. Не прошло и 15 минут, как полоса черного света поднялась из одного высокого здания в городе, а затем сразу же помчалась в направлении Хань Ли. Черный свет померк, и чуть более чем в сотни футов от Хань Ли появился худощавый пожилой мужчина в парчевой мантии. Пожилой мужчина быстро направил свой духовный смысл на трио Хань Ли, прежде чем сразу же глубоко поклониться. Младший Хуянь выражает свое почтение своим старшим. Спасибо за то, что вы спасли наш город от того, что было бы неминуемым разрушением. Ты городской лорд? Хан Ли спросил бесстрастно. Пожилой мужчина находился на средней стадии интеграции тела и ответил с заискивающей улыбкой. Я был лордом города Черной Тыквы более 1000 лет. Если я могу что-то для вас сделать, пожалуйста, не стесняйтесь сказать мне. Хань Ли с довольным выражением кивнул при виде почтительного поведения Хуяня, затем повернулся к другим дьявольским лордам и сказал: «Теперь вы все можете идти, я хочу поговорить с уважаемым Даосом Ху наедине». Мужчина средних лет, естественно, не посмел пойти против приказа Хань Ли и сразу же ответил: «Тогда мы пойдем, старший». Спустя несколько мгновений Хуянь и трио Хань Ли остались единственными, кто остался в этом районе.
Хуянь, естественно, очень нервничал в присутствии двух существ в стадии Великого Вознесения, но сохранял чрезвычайно уважительное выражение лица и стоял, сложив руки по бокам. Я уверен, что такая огромная толпа стимбареров не могла собраться за короткое время, когда они начали атаковать ваш город черной тыквы. Спросил Ханли. Эти стембареры появились в этом районе всего несколько лет назад, и я возглавлял множество охотничьих отрядов, чтобы истребить их, но не смог убить их всех. К моему большому удивлению, они смогли организовать рой таких ужасающих размеров и напали на наш город всего 2 дня назад, ответил Хуянь. Они появились только 2 дня назад? Возможно, эти стембареры не очень умны, но, похоже, у них есть некоторые организаторские способности, сказал Ханли, задумчиво поглаживая собственный подбородок. Действительно, старший. Этих стимбареров просто слишком много, чтобы их можно было полностью истребить, и стаи постоянно сливаются вместе, чтобы увеличить свою численность. В противном случае в нашем священном царстве не было бы такого количества ужасающих случаев уничтожения целых городов, каких уничтожают стаи стимбареров, поспешно объяснил Хуянь. «Отложим это пока, я хочу спросить вас еще кое о чем», сказал Ханли после небольшой паузы. «Пожалуйста, продолжайте, старший», посоветовал Хуянь. Я и мои коллеги-даосы только недавно вышли из длительного периода затворничества, и появление этих стимбареров стало для нас полной неожиданностью. Я хочу вас спросить, где же 3 патриарха и другие священные предки? Почему они бездействуют? Разве они не истребляли этих стимбареров? Я слышал, что они все исчезли при загадочных обстоятельствах вскоре после появления этих стимбареров. Что происходит? Спросил Ханли. Ах, так вы только недавно вышли из длительного затворничества. Неудивительно, что я не знаком с вами двумя. Насчет патриархов и других священных предков на лице Хуяня появилось нерешительное выражение. Глава 2218. Священный предок Селянь. Увидев это, на лице Ханли появилась слабая улыбка, и он сказал: «Дай угадаю, патриархи и священные предки в настоящее время имеют дело с королевой стимбареров, и тебе сказали никому об этом не рассказывать, верно?» Хуянь слегка запнулся, услышав это, прежде чем на его лице появилось выражение облегчения. «Значит, вы уже знаете о королеве стимбареров. В таком случае мне нечего скрывать. Я услышал о королеве стимбареров несколько лет назад, и именно поэтому я решил выйти из уединения. Однако я не слишком знаком с текущей ситуацией в нашем святом царстве, так что вам придется меня просветить», — сказал Ханли. «Да, старший. Я стал слышать об этих вещах только в последние десятилетия или около того, поэтому я тоже не знаю слишком многого. Что я знаю, так это то, что эти стембареры в нашем священном царстве когда-то были обычными дьявольскими насекомыми, которые мутировали после того, как вступали в контакт с аурой королевы стембареров, просочившейся сквозь печать. В результате мутаций эти стембареры становятся значительно мощнее, а их репродуктивные способности также усиливаются почти в 100 раз. Иначе они не стали бы такими огромная проблема за такое короткое время. Хуянь на мгновение сделал паузу, прежде чем продолжить. Согласно тому, что я слышал, 3 патриарха и другие священные предки действительно имеют дело с королевой стимбареров в первоначальном запечатанном месте. Поначалу казалось, что дела идут довольно хорошо. Благодаря помощи могущественных существ из других миров, печать постоянно укреплялась, и казалось, что королева стимбареров снова будет запечатана. Однако около 30 лет назад первоначальное запечатанное место внезапно потеряло всякий контакт с внешним миром, и никто не знает, что там происходит. Они потеряли контакт? Как это возможно, когда там так много существ в стадии Великого Вознесения? Неужели никто не пошел туда, чтобы оценить ситуацию? Спросил Ханли, нахмурив брови. К тому времени, когда было обнаружено, что контакт был потерян, было уже слишком поздно. Бесчисленные стембареры появились вокруг первоначального запечатанного места, захватив многие близлежащие города. Среди них есть даже высококлассные существа стадии интеграции тела. Увы, но их присутствие делает невозможным доступ к первоначальному запечатанному месту, ответил Хуянь. Стембареры стадии интеграции тела. Учитывая, насколько грозна королева стимбареров, неудивительно видеть стимбареров такого уровня. Неужели нет священных предков, которые еще не вошли в первоначальное запечатанное место? Почему они ничего не делают? Спросил Ханли. Я не знаю, каковы намерения этих священных предков, но я не слышал, чтобы кто-нибудь из них путешествовал в изначально запечатанное место, чтобы изучить там ситуацию. Что касается того, почему это так, то это не дело для скромного городского лорда. Хотя мне самому хотелось бы знать это, ответил Хуянь с кривой улыбкой. Интересно. Похоже, что другие священные предки должны знать что-то, чего не знаем мы.
Среди священных предков, которым еще предстоит войти в первоначальное запечатанное место, кто из них находится ближе всего к городу Черной Тыквы? Спросил Хан Ли. Священный предок, ближайший к этому городу, это священный предок Селянь с горного хребта Мириад Цветов. 3 года назад старший Селянь уничтожил всех стимбареров возле горного хребта Мириад Цветов, ответил Хуянь. Где находится горный хребет Мириады Цветов? У вас есть карта этой местности? Хань Ли спросил небрежно. Да. Однажды я отправился на горный хребет Мириады Цветов, чтобы попросить аудиенции у старшего селяня, поэтому у меня есть копия карты этой области, сказал Хуянь, немедленно достав осколок камня, прежде чем предложить его Хань Ли обеими руками. Хань Ли принял осколок камня, прежде чем ненадолго вложить в него свое духовное чувство, после чего на его лице появилась улыбка. Это все, что мне нужно было знать. Теперь ты можешь идти, уважаемый Даос. Да, я сейчас пойду в отпуск, старший. Хуянь был очень рад услышать это и почтительно поклонился перед уходом. Группа высококлассных дьявольских существ, ожидавших поблизости, немедленно собралась вокруг Хуяня, и они вместе полетели в город. «Давайте нанесем визит этому священному предку селяню», спокойно сказал Хань Ли. Серебряная луна и Даос Се, естественно, не возражали против этого. Таким образом, Хань Ли поднял руку, чтобы освободить черную дьявольскую летающую карету. Все трое забрались в карету, прежде чем она улетела полосой черного света. Месяц спустя. Трио Хань Ли появилось в воздухе над пышным горным хребтом, который выглядел так, как будто легко мог принадлежать царству духов. Итак, это горный хребет Мириады Цветов. Я должен сказать, что этот священный предок селянь нашел действительно красивое и живописное место. Где он живет на этом горном хребте? Спросила Серебряная луна. На карте указано, что этот священный предок селянь живет на горе, известной как пика облицовки небес, которая расположена в центре этого горного хребта, ответил Хань Ли с улыбкой. В таком случае найти его не составит большого труда. Однако наш визит довольно внезапный, и у нас не было возможности собрать какую-либо информацию о том, что за человек этот священный предок. Надеюсь, он не слишком грозен к незваным гостям, размышляла Серебряная луна. Хе-хе, каким бы враждебным и негостеприимным он ни был, мы должны заставить его рассказать нам, что произошло в изначально запечатанном месте, только тогда мы сможем разработать план, как действовать дальше. Конечно, было бы еще лучше, если бы мы смогли напрямую узнать местонахождение старшего Ся и старшего Мо Цзиньли, уверенно сказал Хань Ли. При упоминании дедушки в глазах Серебряной луны промелькнула тень беспокойства, и она кивнула в ответ. Поехали. Этот горный массив не очень большой, поэтому нам не понадобится много времени, чтобы добраться до пика облицовки небес. Таким образом, Хань Ли отправился полосой лазурного света, за ним следовали Серебряная луна и Даос Се. Несколько часов спустя горный хребет разошелся, и впереди появилась массивная белая гора, доходящая до облаков. Гора была высотой в сотни тысяч футов, и ее верхняя половина была полностью покрыта белым льдом и снегом, а нижняя половина была окутана слоями черного тумана, внутри которого были слышны свирепые ветры и ужасные завывания. Трио Хань Ли остановилось примерно в 10 километрах от горы, и Серебряная луна была весьма поражена необычным видом горы. Этот пик с видом на небо на самом деле необычная гора. Это всего лишь иллюзия. Она подействует на обычных дьявольских существ, но не сможет обмануть таких, как брат Се и я, сказал Хань Ли со слабой улыбкой, когда в его глазах вспыхнул синий свет. Иллюзия. Глаза Серебряной луны расширились, когда она внимательно оглядела гору вдалеке, но не нашла ничего подозрительного. Хань Ли усмехнулся, наложив ручную печать, и на его надперенносе мгновенно появился третий демонический глаз. Затем он издал тихий крик, и полупрозрачный столб света толщиной с человеческий палец вылетел вперед и исчез вдалеке. Внезапно вдалеке среди оглушительного грохота разразился всплеск мощных энергетических колебаний, а в воздухе в нескольких километрах пробежала рябь, после чего сцена впереди полностью преобразилась. Массивная гора исчезла, а ее место заняла огромная котловина площадью около 100 километров. В центре бассейна находилась красивая гора высотой в десятки тысяч футов, и в отличие от гигантской зловещей горы, которая была раньше, это была пронизана экзотическими растениями и цветами и окутана слоем великолепного пятицветного света. Взгляд Хань Ли сразу же привлек дворец на вершине горы. Дворец имел площадь около нескольких акров и был полностью окрашен в яркий зеленый цвет и выглядел так, будто был построен из свежего дерева. Так это и есть настоящая вершина, обращенная к небу. Серебряная луна пробормотала про себя. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, но как раз в тот момент, когда он собирался сказать что-то в ответ, внезапно с живописной горы раздался женский голос. «Кто нанес визит моей вершине, обращенной к небесам? Пожалуйста, простите меня, что не вышло поприветствовать вас раньше, друзья даосы». Как только голос затих, полоса зеленого света поднялась в воздух из дворца и полетела прямо к Хань Ли.
После всего лишь нескольких вспышек полоса света исчезла на расстоянии около 200 футов, открыв женщину в зеленом роскошном платье. Выражение лица Хань Ли резко изменилось, как только он увидел женщину, и он воскликнул. «Баахуа! Подожди, ты не Баахуа!» Женщина была чрезвычайно похожа на Баахуа внешне, но при ближайшем рассмотрении можно было обнаружить, что она вела себя совершенно иначе, чем Баахуа. «Вы трое, должно быть, не из нашего священного царства, верно? В противном случае вы бы ни за что не приняли меня за Баахуа», сказала женщина, внимательно оценивая троицу Хань Ли. В этот момент Хань Ли вернулся к своему обычному спокойному выражению лица и сказал: «Мы пришли непосредственно к вам, поэтому у нас не было намерения скрывать наше происхождение. Сказав это, вы дали мне довольно много информации. Могу ли я спросить, связаны ли вы каким-либо образом с Баахуа? Баахуа и я — однояйцевые близнецы. Все священные предки нашего священного царства знают об этом, поэтому я знала, что вы, должно быть, из чужого царства», — ответила женщина. «Понятно, неудивительно, что ты так сильно похож на Баахуа. Я уверен, ты уже знаешь, почему мы здесь, верно, уважаемый Даос Селянь?» — спросил Хань Ли с легкой улыбкой на лице. «Вы здесь, чтобы найти информацию о том, что происходит на первоначальном запечатанном месте, верно?» — спросила Селянь. Глава 2219. Царство Белого Света. «Кажется, ты не удивлена нашим визитом, уважаемый Даос Селянь», сказал Хань Ли, слегка сузив глаза. «Вы трое прибыли из Царства Духов или Царства Черного Пламени?» Бесстрастно спросила священный предок Селянь. «Как ты можешь быть так уверен, что мы из одного из этих двух миров?» Заинтересованно спросил Хань Ли. «Среди миров, которые послали могущественных существ на помощь нашему Святому Царству, только Царство Черного Пламени и Царство Духов еще не связались с нами», сказала священный предок Селянь. «Что вы подразумеваете под словом «нашему»?» Спросил Хань Ли, когда выражение его лица слегка изменилось. «Я имею в виду священных предков, которым еще предстоит войти в первоначальное запечатанное место. Несмотря на то, что я проживала в уединении в этом горном хребте, я поддерживала постоянный контакт с другими собратьями-даосами. Для таких иноземцев, как вы, которые хотят узнать о ситуации в изначально запечатанном месте, лучший вариант, естественно, найти одного из нас», — ответила Селянь. «Я вижу. Мы действительно из Царства Духов. Судя по тому, что вы только что сказали, похоже, вы очень хорошо знакомы с ситуацией на первоначально запечатанном объекте», — сказал Хань Ли. «Значит, ты из Царства Духов. Ты выглядишь довольно знакомым, уважаемый Даос. Ты уже входил в наше Святое Царство?» — спросила Селянь с задумчивым выражением лица, по-видимому, совершенно не обеспокоенная тем фактом, что трио Хань Ли пришло из Царства Духов. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, прежде чем на его лице появилась улыбка. «Я действительно уже однажды посещал это царство. Похоже, ты уже опознала меня, так зачем задавать вопрос, на который ты уже знаешь ответ? Значит, вы действительно тот культиватор с фамилией Хань, которого Юань-Янь и Людзи когда-то объявили в розыск. Когда вы покинули наше священное царство, вы все еще находились на стадии интеграции тела, но сейчас вы уже находитесь на стадии Великого Вознесения. Я наконец понимаю, почему эти двое так высоко ценили вас и относились к вам с невероятным почтением. В этом случае этим уважаемым даосом должен быть уважаемый Даос Се из Дьявольского моря происхождения. Я одна из очень немногих священных предков, которым еще предстоит отправиться в море дьявольского происхождения, чтобы увидеть брата Се. Очень приятно познакомиться с вами сейчас», сказала Селянь, полностью игнорируя Серебряную Луну, находящуюся лишь на ранней стадии интеграции тела. Было ясно, что она не считала никого ниже стадии Великого Вознесения достойным своего внимания. Выражение лица Даоса Се оставалось безразличным, и он не выказывал никакого намерения отвечать. Однако Хань Ли поднял бровь и сказал: «Поскольку вы опознали брата Се, мне не придется представляться. Вы до сих пор не предоставили мне никакой информации о том, что происходит на первоначальном запечатанном объекте. Я кое-что знаю о ситуации там, но это очень важный вопрос, который нам не следует обсуждать здесь. Пожалуйста, сначала пройдите со мной в мой дворец, дорогие даосы», сказала Селянь и пригласила их следовать за собой. Хань Ли перевел взгляд на гору внизу, и его брови слегка нахмурились. На лице Селянь появилось забавное выражение, когда она усмехнулась. «Ты беспокоишься, что я попытаюсь заговорить против тебя, уважаемый Даос Хань? Я уверен, что кто-то с твоим высоким статусом не опустился бы до чего-то подобного, если только ты недостаточно уверен в себе, чтобы думать, что можешь сразиться с двумя существами стадии Великого Вознесения одновременно», сказал Хань Ли и усмехнулся. «Тогда, пожалуйста, продолжайте», сказала Селянь с улыбкой, слегка повернувшись в сторону.
Таким образом, Хань Ли взмахнул рукавом в воздухе, выпустив вспышку золотого света, которая охватила и Даоса Се, и Серебряную Луну, прежде чем полететь к горе вдалеке, а следом за ним последовал священный предок Селянь. Пятицветный свет, окутывающий гору, разделился, и Хань Ли и остальные влетели в ограничение и приземлились перед входом во дворец на вершине горы. Прямо в этот момент из дворца вышла пара здоровенных мужчин в странной одежде. У этих двоих мужчин была очень темная кожа, и оба они были одеты в серебряные доспехи. Однако их руки были обнажены, и на них были выгравированы малиновые узоры духов. Кроме того, их глаза были мерцающего серебряного цвета и лишены зрачков, что представляло собой очень своеобразный вид. Один из двух мужчин был совершенно лысым, а у другого были растрепанные длинные волосы. У них обоих на руках были толстые золотые повязки, и они оба выглядели очень мускулистыми. Как только их взгляды упали на Ханли, по спине Ханли пробежал легкий холодок, и он пробормотал: «Эти двое — существа стадии Великого Вознесения». Услышав это, Серебряная Луна сразу же резко вздохнула. Действительно, оба этих здоровенных мужчины также были существами стадии Великого Вознесения, но их ауры совершенно отличались от аур дьявольских существ. Эти трое — тоже подкрепление из другого зарубежного царства, уважаемый Даос Селянь. Почему среди них есть стадия интеграции тела? Спросил лысый мужчина хриплым голосом. Друг Даос Хань, эти двое, брат Цзиньчай и брат Шидин из царства Белого Света, они прибыли сюда примерно на полмесяца раньше, чем вы трое. Брат Цзинь — это уважаемый Даос Хань, а это уважаемый Даос Се. Они оба из царства духов, сказала Селянь, представляя с улыбкой своих новых гостей. Царство духов. Разве это не то царство, которое недавно вступило в конфликт с вашим царством старших дьяволов? Я думал, они даже не собираются никого присылать, сказал лысый мужчина с оттенком презрения в голосе. Если королева Стимбареров вырвется из печати, все близлежащие царства окажутся в серьезной опасности, поэтому наше царство духов, естественно, не сможет просто стоять в стороне и наблюдать. При этом я впервые слышу о царстве Белого Света, сказал Хань Ли спокойно. Твое невежество действительно поразительно. Не говорите мне, что вы только что перешли на стадию Великого Вознесения, сказал лысый мужчина холодным голосом, в то время как его спутник оставался совершенно молчаливым и ничего не выражающим, как Даос Се. Хань Ли собирался сказать что-то в ответ, когда Селянь вмешалась. «Я уверена, что вы пришли в мой дворец не для того, чтобы припираться друг с другом, верно, друзья Даосы? Поскольку все вы пришли сюда ради королевы Стимбареров, давайте поговорим об этом. Вы всегда хотели услышать о ситуации в первоначальном запечатанном месте, верно, брат Цзинь? Теперь, когда уважаемый Даос Хань тоже прибыл, я подробно расскажу всем вам о ситуации». Выражение лица Джин Чая слегка изменилось, когда он услышал это, и он кивнул в ответ. «Брат Ши и я, естественно, рады услышать то, что вы хотите сказать». После этого Цзинь Чай вернулся во дворец со своим спутником, а Селянь повернулась к Хань Ли и сделала приглашающий жест рукой. «Прошу. После тебя, уважаемый Даос Хань». Хань Ли слегка улыбнулся ей, прежде чем отправиться во дворец с Серебряной Луной и Даосом Се, за которым следовала священный предок Селянь. «Мы выражаем свое почтение госпоже Селянь». Дворец был не очень большим, но коридор за главными воротами был заполнен примерно 40 служанками в роскошных платьях, и все они почтительно кланялись священному предку Селянь. «Приготовьте немного спиртных фруктов и спиртного чая. У нас есть важные гости», — властно распорядилась Селянь. Некоторые из слуг сразу же дали утвердительный ответ перед тем, как уйти, в то время как Хань Ли и другие последовали за Селянь в главный зал дворца. Два существа стадии Великого Вознесения из царства Белого Света уже сидели там, и их губы слегка дрожали, когда они общались друг с другом посредством передачи голоса. Трио Хань Ли сели напротив этих двоих, а Селянь села на главное сиденье. «Уважаемый Даос Селянь, теперь, когда все здесь, можете ли вы раскрыть нам эту информацию?» Прямо спросил Джин Чай. Улыбка Селянь слегка померкла, когда она услышала это, и на ее лице появилось серьезное выражение. «Конечно, но перед этим у меня есть вопрос ко всем вам. Вы пришли сюда, чтобы помочь нашему святому царству снова запечатать королеву Стимбареров, или вы здесь, чтобы спасти своих братьев от представителей ваших рас? Почему ты спрашиваешь, коллега Даос Селянь? Противоречат ли эти две цели друг другу?» Спросил Джин Чай, когда выражение его лица слегка изменилось. Брови Хань Ли также слегка нахмурились, услышав этот неожиданный вопрос. «Я не хочу всех вас разочаровывать, но ситуация очень неотложная, и у нас будет время сделать только одну из этих вещей. Вдобавок ко всему, независимо от того, какой вариант мы выберем, мы должны сосредоточить все наши силы на этой единственной цели, чтобы иметь хоть какой-то шанс на успех. Вот почему я не раскрыла вам раньше ситуацию на первоначальном запечатанном месте, брат Цзинь», — сказала Селянь, и на ее лице появилась кривая улыбка. «Так ты говоришь мне, что прибытие этих двоих вселило в тебя уверенность раскрыть нам эту информацию?»
Цзинь-Чай недовольно хмыкнул. Даже если бы уважаемый Даос Хан не приехал, я бы все равно раскрыла вам эту информацию максимум через месяц. Мы, священные предки, собираемся встретиться через месяц, чтобы обсудить, как спасти наше священное царство со всеми нашими союзниками, прибывшими из других миров, и я уверена, что вы не захотите пропустить этот случай. Селянь раскрыла свой замысел. Уважаемый Даос Селянь, независимо от наших целей, я думаю, было бы лучше, если бы вы сначала раскрыли ситуацию на первоначальном запечатанном месте, прежде чем мы примем решение, сказал Ханьли. Глава 2220. Правда. Представители царства Белого Света серьезно посмотрели на Хань Ли и коротко кивнули. Это весьма разумно. Я согласен с уважаемым Даосом Ханем, согласился Джин Чай. Я, естественно, готов раскрыть всем вам ситуацию на первоначальном запечатанном объекте, но на самом деле даже та информация, которой я располагаю, довольно расплывчата и неубедительна, сказала Селянь после недолгого колебания. Такое заявление моментально вызвало на лицах гостей сложные выражения. Что вы имеете в виду? Вы наверняка знаете, что происходит. Иначе почему вы не предприняли никаких действий? Спросил Джин Чай, и выражение его лица слегка потемнело. Пожалуйста, не поймите неправильно, брат Цзинь. Хотя это правда, что мы не предприняли никаких действий после того, как потеряли связь с исходным запечатанным местом, это только из-за части информации, которую мы получили оттуда, сказала Селянь с кривой улыбкой. Услышав это, на лице Джин Чая появилась улыбка. Он неторопливо проговорил. Я знал, что все уважаемые даосы стадии Великого Вознесения в первоначальном запечатанном месте смогут каким-то образом отправить некоторую информацию во внешний мир. Не празднуй слишком рано, брат Цзинь. Эта информация очень расплывчата и была отправлена коллеге Даосом Юаньяном в спешке с использованием редкой секретной техники. В сообщении говорится, что благодаря внезапному повороту событий королева Стимбареров смогла преодолеть большинство ограничений древней печати и каким-то образом смогла использовать часть силы печати, чтобы запечатать всех на оригинальном запечатанном месте. Однако королева Стимбареров по-прежнему ограничена печатью и не может покинуть эту территорию. Более того, она израсходовала значительное количество своей энергии и была вынуждена снова впасть в спячку. Стембареры, появившиеся в нашем священном царстве, были заражены аурой королевы Стимбареров, которую она непреднамеренно выпустила во время сна, сказала Селянь. Значит, вы говорите, что все наши собратья-даосы оказались в ловушке древней печати. Насколько страшна эта древняя печать, способная поймать в ловушку так много уважаемых даосов в стадии Великого Вознесения, используя лишь часть своей силы? Воскликнул Цзинь-Чай с удивленным выражением лица. Такое заявление было ошеломляющим, и приглашенные могучие культиваторы стадии Великого Вознесения сидели как громом пораженные. Что касается Серебряной Луны, то на ней просто не было лица. Я не знаю об этом. Все, что я знаю, это то, что это единственная информация, которая была отправлена с исходного запечатанного места до того, как все контакты были прерваны. Кажется, королева Стимбареров, должно быть, сделала что-то, чтобы сделать неэффективной даже секретную технику уважаемого даоса Юань-Яня, прежде чем она впала в спячку, печально поведала Селянь. Такое заявление вызвало странное выражение на лице Хань Ли. Он слегка изогнул брови и медленно проговорил. «Я чувствую, что ты что-то скрываешь, уважаемая даос Селянь. Согласно тому, что вы только что сказали, не имело бы больше смысла, если бы священные предки за пределами первоначального запечатанного места, такие как вы, немедленно приняли меры. Зачем вам ждать до месяца, чтобы встретиться? Кроме того, это не объясняет, почему мы не можем одновременно запечатать королеву Стимбареров и одновременно спасти наших братьев», — возразил Ханьли. Выражение лица Селянь слегка потемнело, когда она услышала это. Но она все же держала себя в руках и спокойно спросила. «Знаете ли вы, кто первым получил эту информацию? Кто это был? Может ли это быть кто-то другой, а не один из священных предков за пределами первоначального запечатанного места?» — спросил Ханьли. Это был никто иной, как тот человек, за которого вы меня приняли раньше», — сказала Селянь и холодно хмыкнула в ответ. «Вы имеете в виду Баахуа?» Ханьли был очень удивлен, услышав это. Правильно, она была первой, кто получил информацию, и это, скорее всего, потому, что Юань-Янь думает, что только Баахуа способна их спасти, сказала Селянь с мрачным выражением лица. Значит, вы утверждаете, что именно Баахуа убедила всех вас подождать до сих пор, и что невозможно одновременно остановить королеву Стимбареров и одновременно спасти наших братьев, сказал Ханьли. Говоря это, он глубоко погрузился в размышления, слегка задумчиво нахмурив брови. Похоже, ты хорошо знаком с моей сестрой-близнецом, уважаемый Даос Хань. Действительно, она собрала всех нас, оставшихся священными предками, и показала нам послание Юань-Яня для проверки. В противном случае мы бы не прислушались к ее указаниям,
поскольку она больше даже не одна из 3 патриархов. Заключительная часть сообщения, отправленного Юань-Янь, была очень двусмысленной, и, по словам Баахуа, в ней говорится, что королева Стимбареров каким-то образом смогла использовать часть силы печати, чтобы поймать всех в ловушку. Это оказался странный метод поимки, который явно не был разработан логическим рассуждением. Но он вышел довольно эффективным из-за странной нестабильности запечатанного места. Сила печати будет самой слабой за несколько десятилетий, но именно в это время ограничения первоначального запечатанного места станут наиболее мощными против королевы Стимбареров. Таким образом, это будет для нас прекрасная возможность повторно запечатать королеву Стимбареров или спасти Юань-Яня и остальных могучих культиваторов стадии Великого Вознесения. Что касается того, почему эти цели не могут быть достигнуты одновременно, это предложила Баахуа. Как только она получила сообщение Юань-Яня, она отправилась в первоначально запечатанное место для расследования. Исследуя ситуацию на месте, она пришла именно к такому выводу. Что касается того, точен ли этот вывод или нет, об этом вам всем придется судить, когда придет время. Однако все мы, священные предки, считаем, что это должно быть точно. Все мы когда-то охраняли первоначальное запечатанное место, и мы все хорошо знакомы с древней печатью. Баахуа действительно обладает невероятными способностями, но очень маловероятно, что она сможет обмануть нас в этом аспекте. Вдобавок ко всему, мы не можем придумать никакого мотива для Баахуа, чтобы вынашивать подобный заговор. В конце концов, она также является членом нашего священного царства, и она не будет просто стоять и смотреть, как наше царство подвергается опасности, уверенно заявила Селянь. Услышав это, Цзиньчай и Шидин обменялись изумленными взглядами. Было ясно, что то, что рассказала Селянь, было для них настоящей неожиданностью, и им нужно было некоторое время, чтобы обработать эту информацию. Тем временем Хань Ли на мгновение задумался над ситуацией, прежде чем нарушить молчание. Если информация была предоставлена уважаемым даосом Баахуа, то она должна быть точной. Однако, поскольку уважаемый даос Баахуа смогла проникнуть в первоначальное запечатанное место, вы, несомненно, и другие священные предки сможете сделать то же самое. Если бы мы могли отправиться на первоначальное запечатанное место для расследования, мы, естественно, сделали бы это любой ценой. Однако вторжение Баахуа уже насторожило королеву Стимбареров. Несмотря на то, что королева Стимбареров находится в спячке, стаи насекомых, окружающие первоначальное запечатанное место, стали более чем в 10 раз страшнее. Есть среди них чрезвычайно грозные стембареры, с которыми даже священные предки не осмелились бы вступить в бой. Таким образом, наши руки полностью связаны, сказала Селянь, и в ее глазах появился намек на страх. Есть стембареры, слишком грозные даже для существ стадии Великого Вознесения. Это высококлассные стембареры со способностями стадии интеграции тела? Спросил Джин Чай. Селянь тут же покачала головой в ответ. Нет, это другой вид малинового стембареров длиной не более фута. Эти стембареры никогда больше нигде в нашем священном царстве не появлялись, и их видели только вокруг первоначального запечатанного места. Даже в этих районах они крайне редки. В лучшем случае их всего около 2000. Услышав это, глаза Джин Чая расширились от шока. Может ли быть так, что эти стембареры обладают способностями стадии Великого Вознесения? Иначе как они могут угрожать вам такими жалкими цифрами? Это не так. Судя только по их аурам, эти стембареры находятся только на стадии пространственной закалки и обладают только 2 способностями. Однако 2 способности чуть не убили 2 товарищей даосов, которые ранее пытались проникнуть в первоначальное запечатанное место, и никто из нас не осмелился повторить попытку, сказала Селянь с кривой улыбкой. Услышав это, зрачки Хань Ли резко сузились, и он уточнил. Они чуть не убили 2 священных предков, используя всего 2 способности. Могу я спросить, что это за способности? Это очень просто. Один из них — мгновенная телепортация, а другой — самоподрыв, ответила Селянь. Услышав это, в глазах Хань Ли появился намек на просветление, но он продолжил. Должны быть дополнительные условия, связанные с этими способностями, верно? В противном случае они все равно не смогли бы представлять такую серьезную угрозу для существ в стадии Великого Вознесения. Действительно. Мгновенная телепортация этих стимбареров неизбежна. Как только они заметят вас, они тут же окажутся рядом с вами, и никакие сокровища и способности не смогут их удержать. Вдобавок ко всему, после самодетонации никакие способности или сокровища не смогут защитить цель, поэтому силе взрыва можно противостоять только с помощью физического тела. Что самое ужасное, так это то, что сила взрывов каким-то образом способна заразить наши души, тем самым нанеся серьезное ранение всем нашим клонам. Некоторые из наших клонов с менее могущественными душами могут даже погибнуть на месте от этих взрывов, объяснила Селянь с мрачным выражением лица. Даже души ваших клонов пострадали. Цзинь Чай был удивлен, услышав это, как и Хань Ли.
Я уверена, вы знаете, почему эти стембареры сейчас такие грозные. Даже Баахуа успела провести лишь краткое расследование. Прежде чем ее выгнали стаи стембареров, Селянь холодно усмехнулась. В этот момент всем было ясно, что Селянь и Баахуа, похоже, не в хороших отношениях друг с другом. Сможете ли вы найти способ противостоять этим новым стембарерам во время встречи, которая состоится через месяц? Спросил Ханьли. Ты умный человек, брат Хань. Мы решили отложить эту операцию, чтобы дать возможность более могущественным существам прибыть из других миров и укрепить наши силы, а также дождаться, пока Баахуа обработает 2 типа особых сокровищ, которые могут противодействовать этим самовзрывающимся стембарерам. По словам Баахуа, эти 2 типа сокровищ смогут свести на нет взрывы, ответила Селянь.